Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать нежнейшие красивые мотивы. Также узнаем, как соединить такие мотивы в единое полотно за счет выполнения последнего ряда вязания. Крючок 1,4, пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок, 169 метров 50 граммах. Вы можете взять любую пряжу. Начинаем выполнение нашего мотива с 6 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее я ввожу крючок в первую воздушную петелечку и выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я могу приступить к выполнению первого ряда. Для этого я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее я выполняю 2 воздушные петли арки, накид на крючок и ввожу крючок в колечко. И выполняю столбик с накидом. При этом, обратите внимание, я ввязываю остаток моей нити. Далее 2 воздушные, опять столбик с накидом в колечко, 2 воздушные, столбик с накидом в колечко. И так я выполняю 7 столбиков с накидом, чередуя при этом их с 2 воздушными. Я завершаю выполнение первого кругового ряда, ввожу крючок 1, 2 в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и далее я выполняю под арку соединительную и приступаю к выполнению второго ряда. Я выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелечек подъема, и они у меня заменяют 1 столбик с 4 накидами. Далее выполняю 4 столбика с 4 накидами. Выполняю 4 накида на крючок, ввожу крючок под арку и выполняю первый столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4 и 2. Далее 4 накида на крючок, второй столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. 4 накида на крючок, третий столбик с 4 накидами и четвертый столбик с 4 накидами. Вот такие высокие столбики у нас с вами получились. И мы продолжаем с вами работу. Далее мы выполняем арочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее я опять выполняю 4 накида на крючок. И под следующую арочку выполняю 5 столбиков с 4 накидами. Выполняем 1, 2, 3, 4. Первый столбик готов. Далее немножко быстрее буду выполнять. Второй столбик готов. Третий. Четвертый. Напоминаю, мы выполняем с вами столбики с 4 накидами, 5 штук. И последний, 5. 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. И смотрим, что у нас получилось. Здесь все просто. Далее мы опять выполняем арочку из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И выполняем опять же 5 столбиков с 4 накидами под следующую арочку. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение второго ряда. Я ввожу крючок в 6 воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен.
И я могу приступить к выполнению следующего третьего ряда. Для этого я очень внимательно перехожу с соединительными. Вот смотрите, выполняю одну соединительную и вторую, то есть вот к центральному столбику. Видите, вот мы с вами в центральный столбик будем выполнять потом столбик без накида. Я выполняю воздушную и выполняю в эту же вершинку столбик без накида. Далее очень внимательно под арочку я провязываю столбики с накидом. Вяжем 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее выполняю 2 воздушные и продолжаю выполнять столбики с накидом и опять выполняю 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Выполнили. И далее, как мы с вами договаривались, центральный столбик, то есть это 1, 2, 3, в третью вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И так мы с вами продолжаем выполнять до конца ряда. То есть под следующую арочку я выполняю опять 7 столбиков с накидом, 2 воздушные, 7 столбиков с накидом. Начну выполнение вы продолжите самостоятельно. Второй столбик, третий и так далее. Я завершаю выполнение третьего ряда, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. Вот такой нежный, красивый у нас мотив получается, да, вот цветочек уже виден хорошо. И мы продолжаем работу. Для начала выполнения следующего ряда мы соединительными, вот смотрите, вот таким образом аккуратненько проходим к началу ряда по вершинкам и считаем: первая соединительная, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и под воздушные 8 соединительная. И теперь мы приступаем к выполнению нашего 4-го ряда. Для этого я выполняю 3 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют столбик с накидом, накид на крючок, и под арочку выполняю столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Далее 2 воздушные и под эту же арку провязываю 3 столбика с накидом. Раз, два и 3. Выполнили. Далее мы с вами выполняем арочку из 3 воздушных. Раз, два, 3. Я выполняю 3 накида на крючок и ввожу крючок под арочку на следующем лепестке и выполняю столбик с 3 накидами. Раз, два, 3 и столбик готов. И еще один точно такой же столбик с 3 накидами мы с вами выполним под эту же арочку. Выполнили. Далее очень внимательно я выполняю арочку из 5 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5. 3 накида на крючок,
И под эту же арку выполняю опять 2 столбика с 3 накидами. Провязываем. Первый столбик с 3 накидами. И второй. И опять у меня будет арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вновь 2 столбика с 3 накидами. Первый столбик и второй. Выполнили. Опять выполняем арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И вновь выполняем 2 столбика с 3 накидами под эту же арочку. Первый столбик и второй. Выполнили. Далее мы выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид. И теперь провязываем 3 столбика с накидом под нашу арочку. Второй столбик с накидом и третий. 2 воздушные. И вновь 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее мы выполняем арочку из 3. 3 накида на крючок. И опять же выполняем все точно так же, как выполняли ранее. Первый столбик с 3 накидами. Второй. И так далее. Арочка из 5. И так вы будете чередовать вот такой прием и вот такой. И так мы вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего 4-го кругового ряда. Я очень внимательно ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И давайте посмотрим на наш мотив. Вот такая красота у нас получается. Красиво, нежно, аккуратненько смотрится мотив. И мы приступаем с вами к выполнению нашего последнего 5-го ряда. Для этого опять же мы соединительными переходим к началу работы. Считаем 1, 2. И я ввожу крючок под арочку, выполняю 3-ю соединительную. Далее 1, 2, 3 воздушные, которые у меня заменяют столбик с накидом. Далее я выполняю 2 столбика с накидом. И очень внимательно арочка из 3 воздушных. Далее накид. И под эту же арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 3. Ввожу крючок между столбиками очень внимательно. Выполняю столбик без накида. Далее расслоилась ниточка. Поправим. Далее воздушная. И под арку я провязываю 5 столбиков с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее выполняю пико из 3 воздушных через столбик без накида. 3 воздушные и ввожу крючок
как при выполнении пико обычного, и выполняю столбик без накида. Далее 5 столбиков с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее воздушная. И я ввожу крючок между столбиками. Столбик без накида. Далее воздушная. И теперь под нашу арочку будем провязывать 4 раза по 2 столбика. И между ними пико. Выполняем. Первый раз столбик с накидом. Второй. Пико из 3 воздушных через столбик без накида. Далее второй раз 2 столбика и опять пико. Далее третий раз 2 столбика. Все столбики у нас с накидом и пико. И последний 4-й раз 2 столбика. 1 и 2. Далее воздушная и столбик без накида между нашими столбиками. Я провяжу и остановлюсь, покажу, что у нас получилось. Вот уже у нас такой красивый элемент получается. И нам остается выполнить под эту же арочку точно такие же столбики с пико. Выполняем воздушную. Не забываем выполнять воздушные. Далее 5 столбиков с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Далее пико из 3 через столбик без накида. И еще раз 5 столбиков с накидом. Считаем 1, 2, 3, 4 и 5. Воздушная. Столбик без накида между нашими столбиками. И арочка из 3 воздушных. Я остановлюсь пока. И мы смотрим, что у нас получилось. Вот такая красота у нас получилась. Аккуратненько, нежно. Далее мы будем выполнять наши столбики с накидом над арочкой. Давайте я выполню. Вы продолжите уже самостоятельно. После арочки из 3 я выполняю 3 столбика с накидом. Считаем 1, 2, 3. Далее очень внимательно арочка из 3 и вновь 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И опять арочка из 3 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение последнего ряда моего мотива. Я выполнила арочку из 3 воздушных. Далее ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Ниточку мы обрезаем и аккуратненько убираем по изнаночке вдоль полотна. Здесь и здесь. И я далее покажу, как выполнить присоединение наших мотивов за счет выполнения последнего ряда вязания. И давайте с вами рассмотрим, как присоединить наш мотив последним рядом вязания, то есть как создать красивое аккуратное полотно из таких мотивов. Присоединяться мы с вами будем за счет пико.
и за счет арочки. И опять вот видите, за счет пико. То есть все очень просто. Выполняя последний ряд вязания, мы будем выполнять присоединение. И давайте посмотрим, как мы будем это делать. Мы с вами выполнили наш последний ряд до того места, где мы будем присоединяться. Смотрите, готовое наше полотно, готовый мотив. И я вот буду присоединяться. 1, 2, 3, 4, 5. То есть в 5 местах буду выполнять 5 присоединений. И вот первое мое пико. Я буду присоединяться за счет выполнения пико через столбик без накида. Как я это выполняю? Смотрите, у меня должно быть по узору пико. Я выполняю воздушную. Далее очень внимательно беру уже готовый мотив и ввожу крючок с изнаночной стороны прямо в центр пико, куда я должна присоединиться. Выполняю столбик без накида. Далее воздушная, и я завершаю выполнение пико. То есть точно так же, как по узору, да, мы с вами вводим крючок в вершинку, я выполняю столбик без накида. Далее я провязываю 2 столбика с накидом, то есть я возвращаюсь, да, к моему узору, к моему мотиву. Выполнила 2 столбика с накидом. Далее воздушная и столбик без накида между нашими столбиками. Давайте я остановлюсь, мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот видите, наше присоединение готово. Далее мы будем присоединяться вот к этому пико. И давайте аккуратненько. Точно так же мы выполняем с вами наш ряд, который мы выполняли ранее в наших мотивах. То есть я выполняю по узору воздушную. Далее я выполняю столбики с накидом. 5 штучек. 1, 2, 3, 4 и 5. И далее у нас должно по узору идти пико. Я заменяю пико воздушной. И далее столбик без накида в мое пико, которое вот у меня готовый мой мотив, да, видно. С изнаночной стороны я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Воздушная. И я возвращаюсь к моему мотиву. То есть столбик без накида точно так же, как мы выполняли по узору. Далее 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее воздушная и столбик без накида между нашими столбиками. Далее по узору я выполняю 3 воздушные, накид, под арочку ввожу крючок, выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее у меня должна быть арочка из 3 воздушных. Я выполняю 1 воздушную. Смотрите, вот мой готовый мотив. Видите, мы с вами выполнили 2 наши присоединения. Теперь будем присоединяться к арочке. Точно так же, как и ранее, с изнаночной стороны я ввожу крючок и под арку выполняю столбик без накида. Воздушная. И возвращаюсь к моему мотиву. И выполняю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Далее 1, 2, 3 и столбик без накида между моими столбиками, то есть по узору.
Я останавливаюсь, опять же, и мы смотрим, что у нас получилось. Вот мы с вами выполнили 2 присоединения через пико и одно присоединение через арку за счет столбика без накида. Далее мы будем присоединяться точно так же, как и в этом случае, то есть к этому пико и к этому. Давайте быстренько мы с вами провяжем. Здесь все очень просто. Я выполняю воздушную, далее столбики с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная. Теперь я беру мой готовый мотив, ввожу крючок, столбик без накида, воздушная, и возвращаюсь к моему мотиву, который я вяжу. Столбик без накида. Далее 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная. И между столбиками ввожу крючок, столбик без накида. Воздушная. И далее мы с вами выполняем, опять же, по узору. Первый столбик, второй, пико из 3 воздушных. И, прошу прощения, мы с вами за счет этого пико присоединяемся. 1 воздушная. Я ввожу крючок, мое готовое пико, столбик без накида, воздушная, и возвращаюсь к моему мотиву. Столбик без накида. И далее уже я присоединение выполнять не буду. Я выполню пико по узору и сейчас довяжу этот элемент, и мы с вами посмотрим, что у нас получилось. И следующий мы с вами уже будем присоединять к следующему мотиву, то есть следующее пико. Давайте посмотрим. Вот видите, у нас с вами 5 соединений, то есть мы с вами присоединили уже одну сторону и можем начать присоединение нашей другой стороны, тоже опять же за счет наших пико и наших арочек. Я начну присоединение, вы продолжите самостоятельно. Опять же разворачиваем. Я выполняю воздушную, мой готовый мотив. Присоединяться буду вот к этому пико. С изнаночной стороны ввожу крючок вот таким образом. Выполняю столбик без накида. Воздушная. И далее столбик без накида. И первый столбик по узору вяжем. И второй. Воздушная и столбик без накида. Далее воздушная и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь, прежде чем продолжить, опять же смотрим, что у нас получилось. Вот мы выполнили с вами присоединение. И теперь будем присоединяться к этому пико. И вот смотрим, красиво, аккуратно у нас с вами получается и очень нежно. Давайте я выполню присоединение, а уже дальше вы там продолжите самостоятельно. Воздушная. Опять же ввожу крючок с изнаночной стороны. Столбик без накида. Воздушная. Далее столбик без накида. И опять же
Раз, два, убежала ниточка. Три, четыре и 5. Воздушная и столбик без накида. Далее я покажу, что у меня получилось. Видите, да? И далее мы с вами будем присоединяться и продолжать самостоятельно, точно так же, как мы выполняли с вами на другой стороне нашего мотива. Вы завершите присоединение и завершите выполнение самого мотива. Точно так же, как мы с вами выполняли ранее. То есть мотив довязываем до конца нашего ряда. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежный, потрясающий мотив. Несложный и очень красивый. И также узнали, как соединить в полотно наши мотивы за счет выполнения последнего ряда вязания. И вот такое красивое полотно может стать основой для создания покрывала, скатерти и любого изделия, например, платья, кардигана и так далее. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, куда вы планируете использовать такую красоту. Выполнять мотивы можно буквально из любой пряжи. До новых встреч и творческих вам успехов!